Космические путешественники, внимание! Мы собрались лететь на Луну, и нужно собрать все мужество, чтобы достойно встретить любую неожиданность. Если вы удивились, то это можно понять. Какие сюрпризы может преподнести наш спутник? Такой по-космически близкий и хорошо изученный. Но что вы скажете, если он вдруг зазвучит под ногами как колокол? Или предстанет перед нами вывернутым наизнанку? А вдруг вообще окажется бронированным искусственным объектом, внутри которого скрывается фантастический мир? Ученым еще много неизвестно о Луне, и это открывает широкое поле для удивительных околонаучных теорий. Есть ли в них доля правды или все сплошной вымысел? Выясним это на месте. Надеваем скафандры, занимаем свои места в космическом корабле и берем курс на спутник Земли. В пути подумаем над тем, что не так может быть с нашим спутником. Странные истории о нем можно найти в мифах и легендах племен Северной Америки, Африки, древних греков, римлян. В них есть упоминания о ранних временах, когда Луны вовсе не было на небесах. Об этом свидетельствуют, например, рукописи античных ученых Демокрита и Анаксагора. Даже Аристотель, описывая племена пелазгов, называет их долунными людьми, то есть жившими до появления Луны. Косвенным подтверждением служит и мировая мифология, где говорилось о всемирном потопе. В Древней Индии и Междуречье, в Африке и Древней Греции, в Центральной Америке и на Огненной Земле существуют легенды о том, что до потопа на земном небосводе не было Луны. Так, одно из преданий бушменов Южной Африки гласит, что Луна появилась только после потопа. В индийской Махабхарате и у индейцев Огненной Земли рассказывается, как из бушующих океанских вод однажды всплыл полный месяц и отправился в небо. В научной фантастике похожая тема всплывает в романе Людвига Хольберга 1741 года «Подземное путешествие Нильса Клима». Хотя наиболее известным, наверное, можно считать более поздний роман Герберта Уэллса 1901 года «Первые люди на Луне». В кинематографе тоже достаточно подобных примеров. Сразу на ум приходит знаменитая «Звезда смерти» из фантастического сериала «Звездные войны». Искусственная металлическая луна диаметром в несколько сотен километров. Что касается непосредственно нашей Луны, то, например, в аниме-сериале «Гуррен Лаганн» спутник показан как искусственная система, созданная существами из другого измерения для уничтожения человечества. В фильме «Падение Луны» все представлено более оптимистично. Спутник Земли предстает как космический корабль. Его сделали технически развитые предки людей, которые позже были истреблены искусственным интеллектом. Но это все мифы и художественные произведения. Они, конечно, заставляют задуматься о том, насколько в реальности возможен подобный сюжет. Однако лишь когда ученые подключились к этой невероятной затее, все получило более серьезный поворот. Теорию о полых Земле и Луне выдвинул исследователь Эдмунд Галлей еще в 1692 году. Он предполагал, что внутри нашей планеты, а также ее спутника, скрыта обширная пустота. В научном мире нашлись и другие сторонники версии, что Луна на самом деле является искусственным объектом. Какие доводы они приводят? Прямо скажем, подтверждение этой невероятной картины ее сторонники нашли немало. Чтобы лучше в них разобраться, стоит еще на Земле внимательнее присмотреться к Луне. Даже ее световая палитра удивительна. Белая, желтая, оранжевая, красная и даже голубая. Если вы все это уже наблюдали, то спутнику Земли есть чем еще вас удивить. Попробуйте поймать лунное затмение. Колебание видимого размера Луны, как выяснили ученые, составляет около 1 минуты в зависимости от перемены расстояния до Земли. Но на глаз это совсем незаметно. Луна закрывает Солнце один в один, подобно крышке кастрюли. Только прекрасная солнечная корона во время затмения ярким кольцом освещает небо вокруг темного круга Луны. Будь у спутника диаметр чуть меньше, он бы закрыл половину или треть солнечного диска. А так все подогнано точь-в-точь и наводит на мысль, что сделано кем-то намеренно. Кроме того, Луна для таких затмений должна находиться на точно рассчитанном расстоянии от Земли. Выбрав место чуть дальше, она никогда бы не смогла в нужный момент затмить собой Солнце.
Но самое удивительное, что нет никаких астрономических оснований для такого идеального расположения в небе нашего спутника. Ни гравитация, ни магнитное поле, ни космические лучи или солнечные ветры не могли на это повлиять. Словом, наша Луна проделывает такое, что не под силу спутникам других планет. Этому помогает очень тонкая, изящная настройка орбит Земли, Луны и Солнца. Как будто параметры, благоприятные для жизни на нашей Земле, специально рассчитал некий гениальный инженер. Эти космические настройки определяют направление океанических течений, играющих важную роль в создании климата в нашем мире. Если бы не гравитация Луны, угол наклона земной оси за длительные периоды сильно изменился бы, возможно, даже на 85 градусов. Или по другой версии, наша планета вообще потеряла бы наклон. Тогда мы никогда не увидели бы невероятных изменений природы, которые происходят при смене времен года. Количество осадков резко бы сократилось. Температура достигла бы смертельно высоких или низких показателей. Земля превратилась бы в ужасную, местами обугленную, а местами заледеневшую пустыню. Или мы просто замечтались, и тонкая настройка Луны лишь случайность? Можно было бы сказать и так. Но далеко не только это делает наш спутник столь странным. Наука, например, не объясняет, почему Луна обладает почти идеальной сферической формой. Она к тому же необычайно большая для Земли. Подобное соотношение не наблюдается у других планет со своими сателлитами. На это еще в 60-х годах прошлого века обратили внимание сотрудники Академии наук СССР Михаил Васин и Александр Щербаков. Вызывает вопросы и способ вращения Луны. Она синхронизирована с Землей таким образом, что нам всегда видна только с одной стороны, а задняя половина вечно от нас отвернута. Возникает ощущение, что там расположено нечто секретное. Возможно, комплексы, базы или какие-то производства, намеренно скрытые от наших глаз. И они находятся не только на поверхности объекта. Иначе как объяснить удивительное свойство Луны? При ударе звенеть как гигантский колокол. Это не из области мистических предположений. Звон Луны вызвал вполне научный эксперимент. В период с 1969 по 1977 год сейсмометры, установленные на спутнике миссии «Аполлон», регистрировали лунотрясения. Во время некоторых из этих событий, особенно поверхностных, Луна описывалась звенящей как колокол. Во время самого известного эксперимента Аполлон-12 намеренно разбил взлетную ступень своего лунного модуля о поверхность спутника. Удар был эквивалентен взрыву тонны тротила, и опять уже в НАСА сообщили о звоне Луны. В отчете космического агентства сравнили лунотрясение с колебаниями камертона, своего рода акустического резонатора. Причем все они длились поразительно долго. Сотрясение Луны — это вообще нечто особенное. На Земле колебания обычно длятся всего около 30 секунд. Это во многом связано с большим количеством воды. Она ослабляет камень, расширяя структуру различных минералов. Когда энергия распространяется в подобной среде, то вода действует как гигантская губка и поглощает вибрации. Между тем, все лунотрясения длились более 10 минут, и даже намного дольше. Так, после сброса ступени кораблем Аполлон-12 волна достигла пика почти через 8 минут после удара, а полностью затихла она примерно через час. Ну как тут не подумать о том, что Луна, как и колокол, пустая внутри? На это указывает не только звон лунотрясений. Подсказку дали и многочисленные лунные кратеры. Отметины в разные времена оставили астероиды, которые в нее врезались. И вот удивительное дело. Эти ямы от ударов нарушают все известные правила. Большинство кратеров на Луне, вне зависимости от их диаметра, оказались примерно одинаковой глубины. Правда, среди них встречаются и настоящие пропасти. Однако в соотношении с шириной они все равно не дотягивают по расстоянию до дна. Понятно, что так быть не должно. Все знают, что маленькая бомба оставляет небольшую воронку, и чем крупнее ударник, тем больше и глубже диаметр ямы. Метеорит — это тоже своего рода супербомба. Когда он с огромной скоростью врезается в какое-то небесное тело, происходит мощный взрыв. При этом диаметр и глубина воронки должны соответствовать размеру ударного объекта.
На Луне наряду с массой маленьких обнаружены огромные кратеры диаметром до 120 километров. Да, их можно назвать бездонными, глубиной 3-4 километра. Взглянув вниз, мы не увидим их конца. Но некоторые пропасти ученые считают, наоборот, слишком мелкими. Подобные катастрофы, по их расчетам, должны пробить поверхность не менее чем на 50 километров, а тут как будто в каком-то месте астероид натолкнулся на мощную броню и не смог сквозь нее пройти. Этому покрытию конспирологи даже дали название «темная броня». По их словам, все смахивает на то, что Луна полая под жестким каркасом. И есть мнение, что он является сложной технологической конструкцией, изготовленной из титана. Иначе темная броня давно бы разрушилась от сокрушительных ударов астероидов. Спутник оказался бы значительно сильнее изуродован огромным количеством чрезвычайно глубоких ям. А так Луна держит удары, причем при необычайной низкой плотности. Астрономы уже точно выяснили, что средний показатель составляет 3,3 грамма на сантиметр в квадрате. Сравните с Землей, плотность нашей планеты чуть ли не в 2 раза больше и достигает 5,5 граммов на квадратный сантиметр. Грунт. А в этом всем есть, по крайней мере, своя логика. Однако при чем здесь титан? Почему именно из него, по предположению авторов идеи о полой Луне, кем-то сооружен ее каркас? Наверное, дело в том, что на ее поверхности найдено много титана и других очень твердых элементов. Подходящий материал для непробиваемого каркаса грандиозного сооружения. Да, но как же быть с реголитом, которым покрыта поверхность Луны? Ученые давно выяснили, что это очень хрупкий материал. Сторонники теории полой Луны быстро нашли объяснение и этому. Реголит, по их мнению, представляет собой космическую пыль, осевшую на поверхности спутника за все время его существования. И толстый слой такого покрова успел полностью покрыть титановый каркас. Когда ученые изучили образцы, собранные миссией Аполлон, то ахнули. Грунт Луны оказался намагниченным. Казалось бы, ничего удивительного в этом нет, только вот незадача. У нашего сателлита практически нет собственного магнитного поля. Но самое удивительное, что сверху большая часть грунта моложе, чем внутри, как будто кто-то вывернул наш спутник наизнанку. По мнению сторонников гипотезы искусственной Луны, это очко в их пользу. Они считают, что создатели Луны перемешали грунт при проведении каких-то работ. Если все это искусственное, то следующий ваш вопрос нетрудно предугадать. Кто мог создать подобное супергигантское и мегасложное сооружение? А главное, зачем? Луна была возведена на небосклоне технологически продвинутыми предками человечества? Тогда представители более ранних цивилизаций, например, могли поднять в небо спутник для освещения ночного неба. Хотя, согласно расчетам ученых, приблизительный возраст Луны не менее 4,5 миллиардов лет. В это время наша цивилизация еще не начала зарождаться. Кроме того, на Земле в это время вообще не было условий для жизни. Впрочем, некоторые исследователи с этой версией не согласны. Они считают, что вполне возможно, 4,5 миллиарда лет назад на нашей планете произошла страшная катастрофа, а до нее на планете не просто была жизнь. Земля в те времена представляется им цветущим садом, только населяла ее другая, неизвестная нам суперцивилизация. И вполне возможно, ее представители активно осваивали космос, летали к дальним планетам. Если это верно, то искусственный спутник мог служить не только для ночного освещения, но и в качестве перевалочной, а также испытательной базы для космической техники. Президент Российского фонда темпоральных исследований, анализа и прогноза Павел Свиридов уверен, что, скорее всего, на нашем спутнике расположена по крайней мере одна подобная база. Она, кроме всего прочего, является очень удобной точкой наблюдения за развитием человеческой цивилизации. И следить за нами с Луны могут не только потомки древней земной цивилизации. Есть не менее фантастическая версия, что Луна — это управляемая база инопланетян. Авторы идеи ссылаются на более ранние предположения астрофизика Иосифа Шкловского. Ученый считал, что марсианская луна Фобос представляет собой искусственный спутник, полый внутри. С тех пор доказано, что это не так. Однако в отношении Луны конспирологи не оставили подобную мысль.
По их мнению, она является не нашим естественным спутником, а космической станцией внеземных существ. Их поселения или, по меньшей мере, наблюдательные системы спрятаны внутри спутника. Что ж, попытаемся развить эту мысль. Если представители некой цивилизации живут внутри Луны, им понадобится развернуть там искусственную атмосферу. Тогда, согласитесь, инопланетяне наверняка создали внутри спутника развитую инфраструктуру, и это должно быть заметно наверху. Вот один пример. Чтобы избавиться от избыточного или отработанного газа, требуются вентиляционные устройства. Во время выбросов вид лунной поверхности будет искажаться. Вспомните марево над раскаленным в летний день асфальтом или дрожащий воздух над пылающим костром. Что-то в этом духе должно наблюдаться и на нашем спутнике. И сторонники идеи о Луне искусственной космической базе ухитрились такие доказательства не просто найти. Они утверждают, что существуют тысячи таких свидетельств. Что же это за странные артефакты? Ничего необычного или сверхъестественного. Всего лишь многочисленные снимки Луны. В разные времена и с помощью отличных друг от друга аппаратов. Действительно, среди десятков тысяч снимков лунной поверхности очень большой процент включает некие туманности и нечеткости. Их можно трактовать по-разному, и конспирологи, конечно, истолковали все в свою пользу. Хорошо, но что обитатели базы должны есть, а главное пить? На один из вопросов, как считают сторонники идеи Луны космической базы, уже найден ответ. Все началось в 2009 году. Зонд Элькросс, оснащенный суперсовременным оборудованием, на борту ракеты «Центавр» отправился изучать Луну. 500-тонный космический аппарат после высадки с зонда врезался в самый центр кратера Кабеус. Мощнейший взрыв поднял глубинные минералы из недр Луны. После этого Элькросс произвел замеры уровня радиации в шлейфе из кусков породы и пыли, поднятым ударом. Зонд взял нужные пробы и даже провел мгновенный химический анализ образцов. Полученные результаты аппарат отправил на Землю. Изучив их, ученые были шокированы. Из отчета следует, что недра Луны в огромных количествах скрывают ртуть, серебро, водород, но самое главное, там есть вода. Она в замороженном состоянии присутствует во всех пробах лунной пыли, поднятой из глубины кратера Кабеус. Специалисты НАСА подсчитали, что воды в недрах Луны вполне достаточно, чтобы жить на спутнике автономно. По расчетам профессора университета Браун Альберта Саала, растопив лед в кратере Кабеус, можно наполнить водоемы, равные великим озерам Северной Америки. Еще и останется. Словом, чего-чего, а воды инопланетянам внутри Луны хватит. Ее можно не только пить, но и при помощи специального оборудования легко превратить в пар, получив таким образом энергию. И еще вода дает чудесный бонус – возможность создавать кислород. Михаил Васин и Александр Щербаков в целом с этой идеей согласны, но видят ситуацию несколько иначе. Луна не просто база, а настоящий космический корабль инопланетян. Он по какой-то причине прибыл из глубин Вселенной в Солнечную систему миллиарды лет назад и бросил якорь поблизости от нашей планеты. Неизвестные существа, которые к нам прилетели, по технологическому развитию, конечно, значительно превосходят человечество. Однако они построили свой звездолет, который называют Луной по понятным нам причинам. Он состоит из внутренней оболочки, похожей на корпус, и внешней, сделанной из металлического каменистого шлака. Толщина металлических стенок звездолета достигает нескольких десятков километров. Сверху они покрыты специальным теплозащитным слоем, а ложе лунных морей – это защита, установленная против столкновения с массивными метеоритами. Все материалы практически вечные, если учитывать гипотетический возраст корабля. Авторы идеи считают, что ему 40 миллиардов лет, то есть оно гораздо старше нашей Вселенной. Строители Луны по этой версии могли быть еще и создателями всего мироздания, фактически богами. Может быть, эти удивительные пришельцы до сих пор покоятся во внутренней полости Луны, но не исключено, что они живы-здоровы и даже время от времени вмешиваются в дела нашей цивилизации. В 1975 году исследователь Дон Уилсон опубликовал работу «Наш таинственный космический корабль Луна»,
в которой он собрал факты, по его мнению, подтверждающие эту гипотезу. Вот один из них. Американские астрономы обнаружили на Луне новые геологические разломы. Другими словами, ее поверхность как бы движется. Самое удивительное в этой истории то, что перемещаются только отдельные литосферные плиты. Они сначала будто отодвигаются, а потом возвращаются на прежнее место с точностью до миллиметра. Складывается ощущение, что движущиеся пластины — это сложные автоматические шлюзы огромного космического корабля. Но давайте рассмотрим несколько иной аспект гипотезы. Если Луна — творение высоко развитой цивилизации, то насколько удачен ее проект? Эксперты заявляют, что чисто с инженерной точки зрения наш спутник был бы ужасным космическим кораблем. Почему к такому выводу пришли специалисты? Прежде всего, масса Луны слишком велика. Для ее ускорения потребовалось бы огромное количество энергии, которую наверняка можно использовать с большей пользой. Гораздо более эффективен был бы меньший космический корабль. Вот стратегия, которой практически нет альтернативы. Если человечество выживет, то технологии продолжат совершенствоваться. Мы наверняка сможем довести окружающую среду практически до совершенства. Каждая секунда жизни людей должна быть комфортной, здоровой и радостной, верно? Иначе зачем беспокоиться? Чего бы почти точно не сделали наши потомки, так это не построили звездолет размером с Луну. На первый взгляд, возразить нечего, но сторонники идеи космического корабля и тут сумели парировать. Исследователь аномальных явлений Юрий Сенькин считает, что добрые представители какой-то развитой цивилизации, скорее всего, построили не просто космический корабль. Это настоящий ковчег, который призван спасти человечество, если с ним случится беда. Все в их законспирированном на миллиарды лет звездолете обустроено так, чтобы эвакуировать в случае катастрофы живых существ с Земли. А вот еще один гораздо менее привлекательный вариант. На корабле расположена огромная лаборатория, в которой продвинутые инопланетяне зачем-то тщательно изучают Землю, ее космическое окружение и всех живых существ, включая нас с вами. Будем внимательны во время нашей экспедиции. Вдруг из-под реголита за нами подсматривает глаз какого-то экзотического перископа, или специальные приборы сканируют каждую клеточку нашего тела. Конечно, все эти доводы можно рассматривать только в одном случае. Если даже Луна — космическая база или корабль, ее обитатели не могут так долго оставаться для нас полными невидимками. Хотя бы какие-то следы их самих и их деятельности мы должны были заметить после стольких лет изучения спутника Земли, и конспирологи их находят. Кроме подобия марева на некоторых фото, о которых мы уже говорили, приводятся многие другие наглядные доказательства. На одном из видео, как считается, можно наблюдать, как из северного полюса Луны вылетает космический корабль, очень быстро облетает вокруг спутника и скрывается на Южном полюсе. Сторонники гипотезы искусственной Луны считают, что внутри нее, безусловно, находятся огромные промышленные комплексы размером от 4 до 5 километров, и корабль держит с ними связь. Поверхностные комплексы энтузиасты тоже находят на снимках, сделанными космическими аппаратами. Плюс они якобы наблюдают систему тоннелей, которая пронизывает поверхность Луны. На фотографиях лунной поверхности, к тому же, конспирологи видят странные архитектурные ансамбли, похожие на остатки городов. Некоторые эксперты считают, что эти селения не могли образоваться естественным путем. Ни удары комет, ни лунные ветры, ни даже гигантский астероид не способны создать такие сложные рисунки. Ученый Карл Вольф доказывает, что некоторые лунные постройки далеко не руины инопланетной или древней земной цивилизации. Они явно функционируют, хотя и скрыты под светоотражающим покрытием. Эти строения чрезвычайно разнообразные. Одни напоминают водоохладительные башни, очень высокие, прямые, с плоской крышей, вторые, наоборот, низкие, с круглой крышей. Третий исследователь считает похожими на купола, а четвертые — на парники. Вот один из примеров подобных снимков. Во время миссии «Аполлон» лунный орбитальный аппарат сделал несколько фотографий окрестностей кратера Архимеда. Приверженцы теории Луны космической базы обратили внимание на объект в форме бутылки в нижней части фото,
который, по их мнению, является какой-то платформой. Судя по масштабу изображения, так называемая платформа Архимеда имеет примерно 8 километров в длину и 1,5 километра в ширину. Американский писатель Ричард Хогленд, специализирующийся на космических заговорах, тоже увидел на одном из изображений шокирующую картину. Он утверждает, что на этом снимке запечатлен шпиль высотой более километра, который поднимается прямиком с лунной поверхности. Фото сделано аппаратом Lunar Orbiter в феврале 1967 года. Оригинал показывает на переднем плане кратер Брюс, а на заднем — центральный залив. И нет ничего похожего на шпиль. Судя по всему, эту фотографию Хогленд обработал, чтобы получить снимок своего якобы артефакта, который назвал осколком. Эксперты считают это манипуляцией с сочетанием настройки контраста, сглаживания, а также других параметров. Эти изменения и превратили в размытую загадочную башню крошечное пятнышко света у горизонта Луны, возможно, сияние далекой звезды. А на этой фотографии, сделанной во время полета Аполлона-15 на Луну в 1971 году, изображен ярко освещенный объект, парящий над астронавтом Дэвидом Скоттом. Снимок навел некоторых на мысль о том, что во время посадки на Луну должно было происходить что-то неладное. Однако эксперты утверждают, что на изображении виден всего лишь блик от объектива. Светлые пятна в верхней части кадра показывают, что Солнце находится для этого достаточно высоко. Тем не менее, к фотографиям Луны остается немало вопросов, и самый главный из них — почему все они в основном такого ужасного качества? Даже космические телескопы Хаббл, Джеймс Уэбб и другие мощные обсерватории не способны сделать четкие фото поверхности Луны. В то же время изображения Марса, которые намного дальше от Земли, получаются гораздо качественнее. Может, и впрямь инопланетяне по какой-то причине не дают нам слишком внимательно рассмотреть Луну? Это вряд ли. В научном мире вообще абсолютно не воспринимают такие заявления всерьез и считают их полностью спекулятивными. На каждый довод конспирологов ученые дают вполне обоснованный исследователями, расчетами, наблюдениями ответ. И он на 100% отрицательный. У Луны прежде всего твердая, дифференцированная внутренняя структура. Об этом свидетельствуют все сейсмические наблюдения и другие данные, собранные с момента изучения нашего спутника. У него тонкая кора, обширная мантия, а в самом центре маленькое плотное ядро. Его соотношение с размером спутника меньше, чем у земного ядра со своей планетой, потому и плотность спутника очень маленькая. Но она не свидетельствует о значительных пустотах внутри него. К тому же полый объект размером с Луну не смог бы удержать свою форму даже при наличии так называемой темной брони, титанового или какого-то иного очень твердого каркаса. Собственные гравитационные силы просто разрушили бы такое небесное тело. Хорошо, это все о внутренних странностях Луны. А что с ее странными космическими характеристиками? Возьмем прекрасную, как бы специально созданную почти круговую орбиту Луны. Сейчас астрономы уже выяснили, что она не уникальна. Многие крупные и внутренние спутники Солнечной системы движутся почти по кругу из-за влияния сильных гравитационных полей своих планет. Примерами являются прежде всего крупные спутники Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна. Даже небольшие Фобос и Деймос Марса относятся к их числу. Уникальные лунные затмения тоже объясняются с научной точки зрения. В 1965 году писатель Айзек Азимов заметил, что полное затмение делает таким замечательным чисто астрономическая случайность. Луна находится близко к Земле и достаточно велика, чтобы полностью закрыть от планеты далекое, хотя и огромное Солнце. Это чистейшее совпадение. И только Земля среди всех планет удостоилась такого зрелища. Ведущие астрономы отвергают эту интерпретацию. Они отмечают, что угловые диаметры Солнца и Луны меняются на несколько процентов со временем. И на самом деле звезда и спутник не совпадают идеально во время затмений. И это не уникальный случай. Луна Сатурна, Прометей имеет примерно такой же угловой диаметр, как и Солнце, если смотреть с Сатурна. Звон нашего спутника как колокола тоже объяснить довольно легко. Выяснилось, что эта чрезвычайно впечатляющая история совершенно не соответствует действительности. Луна не издает в полном смысле слова звуки колокола.
а значит, неполая внутри. Просто сторонники теории заговора интерпретировали образное сравнение ученых с колоколом, подав дрожание Луны как реальный звон. На самом деле наш спутник никогда не бьет в набат, но его действительно сотрясает не так, как Землю. Эксперименты по сейсмологии показали, что лунотрясения в основном неглубокие. Они действуют иначе, чем земные, из-за различий в текстуре, типе и плотности слоев обоих небесных тел. А главное, как мы упоминали, на нашем спутнике меньше воды, чем на Земле. Именно по этой причине сотрясения Луны длятся намного дольше земных, но нет никаких свидетельств наличия большого пустого пространства внутри нее. Да, но почему Луна как бы вывернута наизнанку? Здесь тоже нет никакой мистики. Внешние слои небесного тела, такие как лунная кора, сформировались раньше внутренних, поскольку объект остывал от внешнего края к центру. Также здесь приложил руку ранний мощный вулканизм на ближней стороне спутника. Словом, с искусственным происхождением Луны как-то не складывается, хотя некоторые продолжают в это верить. Но если говорить чисто теоретически, реально ли построить столь гигантский объект? На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Мы не знаем возможности развитых цивилизаций во Вселенной, если, конечно, такие есть или были. Нам подобные по масштабу проекты пока точно не под силу, хотя первые пробы уже есть. Китай начал строить свою искусственную Луну. Вакуумная камера диаметром 60 см будет применять магниты для воссоздания лунной гравитации. Ученых вдохновил на это более ранний эксперимент, в котором магниты использовались для левитации лягушки. Метод называется диамагнитной левитацией. Если внешний магнит достаточно мощный, сила отталкивания между ним и полем атомов станет достаточной, чтобы преодолеть гравитацию и поднять в воздух нужный объект. Внутри, чтобы имитировать лунную поверхность, камеру заполнят камнями и пылью. Разработчики надеются, что в ней удастся поддерживать условия низкой гравитации, столько, сколько потребуется для экспериментов. Ученые планируют использовать этот объект для испытания технологий в условиях, подобных лунным, где гравитация составляет всего 1/6 земной. Это позволит им устранить любые дорогостоящие технические неполадки, проверить, выживут ли некоторые конструкции на поверхности Луны. Некоторые эксперименты, например, испытания на удар, планируется проводить в течение всего нескольких секунд, но другие, такие как тесты на ползучесть, могут занять несколько дней. Это позволит определить, насколько сильно деформируется материал при постоянной температуре и нагрузке. В целом же главная цель – оценить возможность создания человеческого поселения на нашем спутнике. Идея об освещении неба искусственным лунным светом тоже начинает воплощаться в жизнь. Так, амбициозный проект одной частной аэрокосмической компании уже получил одобрение китайских властей, поскольку обещает существенную экономию электроэнергии. По замыслу разработчиков, находящийся на орбите спутник будет отражать солнечные лучи с освещенной стороны планеты на ночной город. В результате искусственная Луна станет светить примерно в 8 раз ярче настоящей. Однако, как уверяют китайские инженеры, она не будет слишком яркой и не нарушит, например, привычную жизнь ночных животных. Их отражающая технология уже успешно прошла испытания, а вывести спутник на орбиту разработчики проекта планируют через 2 года. При этом схожая технология уже работает в Норвегии, в городе Рюкан, который расположен низко в долине и в зимнее время не получает солнечного света. В горах рядом с городом установлены 3 огромных зеркала, которые управляются при помощи компьютера и перенаправляют свет с улицы. Но согласитесь, все эти проекты никак не сравнить с нашей Луной. Она попадает в рейтинг 7 самых больших спутников планет Солнечной системы и даже превосходит по размеру карликовые планеты. Диаметр наиболее крупной из них, Плутона, составляет около 2377 километров, а Луны примерно 3480. В нашем понятии невозможно искусственно соорудить подобную махину. Луну со всеми ее удивительными свойствами, странностями и загадками, несомненно, создала природа. Но когда и каким образом? Единого мнения на этот счет у ученых нет.
Существует множество версий насчет происхождения спутника. В одной из них утверждается, что Земля и Луна – родные сестры, которые на заре своей жизни делили одну космическую колыбель. Строительным материалом для обеих служил протопланетный рой мельчайших твердых частиц. Земля зародилась в нем немного раньше и успела притянуть основную долю вещества своей гравитацией. Оставшиеся частицы стали вращаться вокруг планеты по самостоятельным эллиптическим орбитам. Некоторые теряли скорость и падали на протоземлю. Другие после многих столкновений начали двигаться синхронно по орбите, близкой к круговой. Позже в этом кольце образовался зародыш Луны, который со временем вырос в крупный спутник. Гипотеза хорошо объясняет некоторые современные открытия. Анализ лунного грунта, доставленного миссиями Аполлон, показал идентичность их химического состава с земным, хотя не полную. На Луне оказалось меньше летучих веществ и железа, несмотря на наличие маленького металлического ядра. Если Земля и Луна формировались в непосредственной близости друг от друга, то схожесть их химического состава легко объяснима. Однако непонятными становятся различия плотности, а также дефицит железа и летучих элементов на Луне. Как могла Земля изобретательно поглотить из общего облака львиную долю именно этого материала? Сторонники гипотезы считают, что куски вещества в рое при столкновениях дробились. Затем тяжелые железные частицы падали на Землю. В то же время силикатная пыль оставалась на орбите. Но тогда практически все частицы роя должны были предварительно разрушиться до состояния мельчайших фракций. Это не подтверждается расчетами и моделями исследователей. Аналогично в гипотезе объясняется и дефицит летучих веществ. Они испарились из-за постоянных столкновений частиц роя. Однако для этого частицам пришлось бы хаотично двигаться и врезаться друг в друга на высоких скоростях. Словом, несостыковок остается слишком много, чтобы гипотеза была безоговорочно принята научным миром. Другая теория рисует перед нами вместо счастливого детства Луны в одной колыбели с Землей очень жестокую картину. Нашей планете пришлось отдать собственный кусок, чтобы обзавестись спутником. Но мы знаем, что просто так огромные глыбы от планет не отламываются. Что же случилось миллиарды лет назад? По этой версии, сразу после формирования наша планета с невероятной скоростью вращалась вокруг своей оси. Центробежные силы настолько вытянули Землю по экватору, что она превратилась в подобие гантели. Возможно, свое влияние на данный процесс оказала и гравитация Солнца. Со временем от этой гантели оторвался крупный кусок вещества, а позже из него образовалась Луна. После этого искалеченная Земля стала вращаться медленнее, но быстро вернула форму. Оставшаяся после события гигантская впадина тоже оказалась кстати. Она стала бассейном Тихого океана. Какие плюсы у этой теории? По последним расчетам, она хорошо объясняет размер Луны. Меньшая плотность спутника тоже укладывается в схему, поскольку аналогична показателю земной мантии. Кроме того, современные данные подтверждают факт более быстрого вращения Земли в далеком прошлом. В то же время не следует представлять нашу планету суперспринтером, который слишком увлекся марафоном и сам себе нанес травму. Для этого момент импульса вращения планеты в системе Земля-Луна в 3-4 раза должен превышать нынешний, а он и сейчас необычно высок. Появление у юной планеты еще большего импульса вращения, как и его последующее исчезновение, объяснить невозможно. Более низкое, чем у Земли, содержание летучих элементов в лунном веществе тоже не вписывается в общую картину. Наконец, Тихоокеанский бассейн в нынешнем виде, по мнению ученых, существует всего около 70 миллионов лет. Он не мог появиться одновременно с Луной. А что, если все связано с еще более грандиозной катастрофой? Луна могла появиться в результате столкновения юной Земли с некой протопланетой. Эта теория предполагает, что гипотетическое небесное тело размером с Марс, которое ученые назвали Тея, врезалось в Землю. Правда, удар пришелся не по центру, а под углом. Однако в результате выделилось колоссальное количество энергии, в миллион раз больше, чем при падении астероида, уничтожившего динозавров. Куски нашей планеты и Теи были выброшены на околоземную орбиту. Там со временем под воздействием земной гравитации они собрались вместе и образовали протолуну.
Гипотеза хорошо объясняет известные факты о строении нашего спутника и физические параметры системы Земля-Луна. Однако она вызывает множество сомнений. Ученые, например, долгое время считали нереальным настолько удачный удар, идеально по касательной. Хотя позже моделирование показало, что такой расклад теоретически возможен. Но как объяснить то, что анализ лунного грунта по химическому составу оказался практически идентичен земному? Куда в таком случае делось вещество стеи? Американские геофизики выдвинули версию, объясняющую это несоответствие. По их мнению, не Луна родилась в одном протопланетном диске с Землей, а именно Тея. Обе космические сестры дружно подрастали практически на равном расстоянии от Солнца, и вдруг в какой-то момент все пошло не так. Примерно 4,5 миллиарда лет назад Земля и Тея столкнулись, выбросив в пространство вокруг себя неисчислимое количество огненных обломков. Из них со временем сформировалась Луна. Этот сценарий хорошо объясняет угол удара, а также нынешнюю почти круговую орбиту Земли. Состав нашей планеты и Теи в таком случае не должен отличаться, поскольку обе сформировались в общем протопланетном диске. На этом версия столкновения могла стать общепринятой в научном мире, потеснив все остальное, но осталось в полном смысле слова железное несоответствие. Луна должна содержать много железа, если слеплена из материала Земли и Теи. Наша планета, как мы знаем, содержит большое количество этого вещества, а Луна, как оказалось, нет. Так версия столкновения зашла в тупик, однако пробыла в нем недолго. Вскоре ученые выяснили, что с железом все объяснимо. Сценарий становится реалистичным, если ко времени столкновения на Земле и Тее уже произошла гравитационная дифференциация, то есть у обеих планет выделилось тяжелое металлическое ядро и образовалась легкая силикатная мантия. Тогда часть мантии при ударе вынесло в космос, а железные ядра остались целыми и слились в земных недрах. Таким образом, Луна не получила достаточное количество металла. Впрочем, надо отметить, что однозначных геологических подтверждений этому пока не найдено. Зато с другим отличием в составе Земли и Луны исследователи, похоже, уже полностью разобрались. Речь идет о хлоре, и он присутствует в составе обоих небесных тел в разном виде. В зависимости от атомной структуры хлор делят на тяжелый и легкий. Новый анализ НАСА подтвердил, что в лунной породе велика концентрация тяжелого хлора, в то время как земная преимущественно состоит из легкого. Потеря легкого хлора Луной, вероятно, произошла на фоне выброса огромного количества энергии и небывало высоких температур. Это соответствует теории столкновения. Намного труднее объяснить несоответствие с водой. Исследователи изучили образцы лунного грунта и пришли к выводу, что в коре спутника жидкости содержится в 100 раз больше, чем считалось прежде. Если же Луна образовалась в результате мощнейшего удара, вся вода на ней должна была испариться. Но вот чего мы точно не ждем, так это появление спутника в результате агрессии Земли. Мы представляем нашу планету мирной и спокойной. Она стремится лишь к тому, чтобы ни один объект типа астероида не нарушил ее стабильность и равновесие. Тем не менее, по одной из версий, на заре своей жизни наша планета захватила некое небесное тело и сделала своим спутником. Изначально Луна образовалась как независимая планета где-то в Солнечной системе. Затем в результате каких-то событий она перешла на эллиптическую орбиту, пересекающуюся с земной. При очередном сближении наша планета притянула Луну к себе и сделала своим сателлитом. Впрочем, многие исследователи считают, что Земля имела практически нулевые шансы поймать массивную Луну. В этом случае более вероятно, что от воздействия земной гравитации Луна столкнулась бы с нами. Или наоборот, была бы отброшена гравитацией далеко за пределы земной орбиты. Однако представим, что Земле каким-то образом удалось захватить Луну, причем целой и невредимой. Все равно картина не складывается. В данном случае наш спутник вращался бы вокруг Земли в противоположном направлении, как луны в гравитационных сетях Юпитера. И у нашего сателлита оказалась бы сильно растянутая эллиптическая орбита.
Однако малая плотность Луны и небольшое железное ядро по-прежнему свидетельствуют в пользу теории захвата. Такой состав соответствует модели рождения нашего спутника за пределами зоны внешних планет. Все это делает космического сателлита нашей родной планеты уникальным. Многие астрофизики даже считают пару Земля-Луна самой удачной в галактике. Но может во время космических путешествий где-то далеко мы найдем похожий дуэт и получим от него подсказку об истоках нашей Луны. Это наверняка дело очень далекого будущего. Пока ученые все это выясняют, готовится активное освоение Луны. Колонизация даст возможность, кроме всего прочего, лучше разгадать ее тайны. А для нас, наверное, наступает момент, когда стоит присмотреть себе местечко на нашей уникальной Луне. На спутнике уже продаются участки, и они, конечно, не дешевые. Однако не исключено, что можно сорвать джекпот, получив взамен целые сокровища. Луна – настоящий Персидский залив, богатый гелием-3. Он нужен для термоядерного синтеза, но практически отсутствует на Земле. Еще на спутнике, как мы говорили, есть титан, а также алюминий, железо и другие ценные вещества. Но, возможно, самое удивительное, что мы получим, это неимоверно прекрасные лунные виды. Они способны удивить, например, уникальными кольцевыми горами. Так называют кратеры, имеющие центральную возвышенность. Подобного не увидишь на Земле. Еще более потрясающе смотрится так называемая линия терминатора – подвижная полоса мгновенных лунных восходов или закатов. Из-за резкого перехода она создает великолепные оптические эффекты. Станем ли мы осваивать богатство спутника или любоваться его живописными пейзажами вместе с таинственными лунными обитателями? Вряд ли. Ну а если случится невозможное, то кто из нас не будет рад хорошим соседям?